Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я расскажу об изменениях в денежном обращении в регионах Российской империи с 755 до середины 760-х годов. Все темы, которые мною будут затронуты, представлены сейчас на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте любые вопросы в комментариях. Этот ролик можно будет найти на других площадках. Все ссылки указаны в описании к видео. Интересного вам просмотра! Во время Семилетней войны Фридрих II финансировал армию во многом за счет порчи монеты. В Пруссии выпускались легковесные монеты с штемпелями прошлых лет, которые шли в оплату припасов для войск, закупавшихся зачастую на прилегающих территориях. В январе 758 года российские войска занимают Восточную Пруссию. Чеканка на работавшем здесь Кёнигсбергском монетном дворе была остановлена, а ввоз низкопробной немецкой монеты ограничивался особыми указами, которые выходили вплоть до конца августа 760 года. На границе должны были проводиться тщательные досмотры, а выявленные неполновесные деньги конфисковываться в казну без каких-то компенсаций. Но значимого эффекта это не имело. В итоге было решено и вовсе запретить хождение немецких монет с 1 января 761 года. Позднее дата запрета была отодвинута еще на год, а для каждой временно дозволенной в обращении немецкой монеты были введены строгие официальные курсы. Также было решено восстановить Кёнигсбергский монетный двор и начать на нем чеканку точно против прежних ходивших прусских монет. При выборе номиналов учитывались местные традиции, отличавшиеся от принятых в Российской империи. Основой денежного обращения здесь были талер и грош, относившиеся друг к другу как 90 к 1. В итоге начался выпуск монет в треть талера, в шестую часть талера, в 18, 6, 3, 2 и 1 грош и еще в 1 солид. Также с 760 года, кроме Кёнигсберга, чеканка тех же самых монет велась еще и в Москве. Серебро для чеканки в Кёнигсберге поступало из местных сборов из Петербурга и Риги, но производство постоянно страдало от перебоев в снабжении металлом. Искались разные варианты, чтобы ослабить эту проблему. Ну, вот, к примеру, велись попытки выкупа российской крупной монеты в Польше на изымавшиеся легковесные прусские деньги. В конце 761 года происходит перелом в ходе событий. Елизавета Петровна умирает, и Сенат решает приостановить чеканку до особого распоряжения, пока не будет ответа от Петра III о дальнейшей судьбе этих выпусков. Несмотря на решение Сената, чеканка некоторое время продолжалась старыми штемпелями, понеже через делание онной монеты казне его императорского величества весьма знатный прибыток происходит, которого остановить не дерзают. В Кенигсберге запрашивали рисунки с новыми портретами и титулами, но ответа не последовало, так как у Петра III были иные планы. Он заключил мир с Фридрихом II и отказался от территориальных приобретений. В июле 762 года Восточная Пруссия, согласно заключенному Петербургскому договору, переходит под управление Фридриха II. Ну, прусский император стремился всеми силами избавиться от монеты, чеканенной на его земле от имени злейшей его а, противницы Елизаветы Петровны. Закономерно, что на территории Пруссии они быстро были изъяты из обращения, и более того, существует легенда, что Фридрих посылал своих миссионеров в Россию для выкупа монет и медалей за победу над прусаками, чеканенных в 760 году. По результатам Северной войны к России от Швеции перешло Балтийское побережье с Ливонией, Ижорская земля и часть Карелии. Их интеграция в российскую экономику шла долго и тяжело. Российская империя долгое время не предпринимала никаких действий для унификации местного денежного обращения с общегосударственным. Более того, время от времени ввоз российской монеты и вовсе запрещался. Ну, например, во время борьбы с фальшивыми пятикопеечниками ввоз этих номиналов сюда был прекращен. Указом 747 года было предписано финансировать стоявшие в Курляндии полки не российской монетой, а эфимками из портовых сборов в Риге. Здесь продолжали обращаться иностранные и в первую очередь шведские, польские и прусские монеты. Денежное обращение соседних стран было разношерстным и засоренным низкопробной, легковесной и фальшивой монетой. Она очень легко проникала на местный рынок. Из-за всей этой пестроты время от времени ставился вопрос, принимать ли талеры по счету или на вес. В 756 году шла подготовка к войне с Пруссией. В Курляндии началась концентрация войск, которые требовали финансирования и снабжения. Это послужило толчком для упорядочивания местного денежного обращения.
Планировалось ограничить хождение российской серебряной монеты не западнее Нарвы, а для прибалтийских территорий отчеканить специальные выпуски. Монетная канцелярия должна была определить, в какой вес и пробу делать российские тинфы, шестаки и фердинги. Для этого в Риге были запрошены сведения о том, иностранная польская и прусская монета какого звания и какой ценой против российской монеты ныне хождение имеет. И от каждого сорта отправить нам притом по 1 фунту. Учитывая, что ранее Ригой чеканили собственные монеты, рассматривался также вариант организации чеканки на месте. Но Рижский монетный двор к этому времени был уже давно закрыт, и восстанавливать его было нецелесообразно. В итоге чеканка началась в Москве. На весь этот процесс должно было отпускаться все поступавшее в доходы провинции серебро, и после передела оно должно было туда же и возвращаться. После насыщения территории новые монеты должны были приниматься в любые сборы, кроме пошлин. Пошлины же должны были собираться только высокопробными талерами, причем их список был прямо приведен в указе. Разрешалось брать только испанские, голландские, английские, французские и шведские. Обращение иностранных монет было временно разрешено до насыщения рынка, но их список был строго ограничен. Предполагалось, что серебряные монеты при поступлении в казну также будут отправляться в Москву и пускаться в передел. Специальные монеты для прибалтийских провинций выпускались в 5 номиналах. В основу была положена не десятиричная система, а более привычная для местного населения 12-ричная. При этом старший 96-копеечный номинал получил название ливанеза, а остальные назывались его долями. То есть, например, 48-копеечник был полуливанезом, а 24-копеечник – четвертью ливанеза. Монеты в 2 и 4 копейки ходили под именами гроша и полугрошевика. Ливанезы чеканились в конце 756 и в 757 году, а после этого их выпуск прекратился из-за убыточности для казны. При чеканке получалось, что ливанез при номинале в 96 копеек содержит серебра на 102 копейки в общероссийской монете. После снижения пробы серебра в 762 году они вовсе были равны больше 110 копеек. Каких-то специальных мероприятий по изъятию не проводилось, но уже с 760 года ливанезы практически перестали встречаться в обращении. В итоге было дозволено обращение шведских фердингов, а обращение российской монеты не ограничивалось. Иностранная монета продолжала свободно обращаться в адзейских провинциях до 820-х годов, а окончательно была запрещена только в 846 году. В Выборгской губернии и части Карелии, отошедшей к России по результатам Северной войны, продолжали массово обращаться шведские монеты. При этом шведские купцы допускали частые нарушения и злоупотребления при обмене, а русские купцы несли убытки. Со временем все острее становился вопрос о насыщении местного рынка рублями и копейками и об ограничении хождения шведских эри. Рассматривался вариант выменивать шведскую монету и отправлять ее на монетные дворы как медь, но это получалось не так выгодно, как чеканка из собственного металла. Кроме того, это бы стимулировало Швецию вести свою монету и получать от этого слишком большую прибыль за счет российских территорий. Монетная канцелярия по этому вопросу сообщала, что со временем великая сумма может уйти от того, они той прибылью весьма пользоваться могут, нежели в их государствах он и обращаться. Сенатским указом от 23 декабря 757 года было решено онным медным шведским деньгам хождение в Выборгской губернии и Финляндии в российских местах отныне вовсе отрешить. Как и в Швеции, российские деньги не берутся. А торги тамошним обывателям производить на серебряную шведскую монету. Те шведские медные деньги дозволяется принимать только счисляя по 6 рублей за пуд. До 1 мая 758 года шведские монеты, дабы российские подданные, у которых такая шведская деньга имеется, не могли потерпеть убытка и от того разорения, принимались в казну в подати по той же цене, как ими приниманы. После этого срока шведская медная монета должна была приниматься по цене металла и у российских подданных тоже. Вся поступившая монета отсылалась на Сестрорецкий монетный двор. При этом перечеканивать эри в копейки напрямую не получалось из-за несоответствия весовых норм. Один эри весил 14,2, а два эри 28,3 грамма, в то время как копейка 10 с четвертью, а двухкопеечник 20,5 грамма. Однако руководство монетного двора нашло способ, как сэкономить на производстве.
Из монет в один эре вырубались заготовки для копеек, а из двух эре для грошевиков. И после этого кружки шли в перечекан, а края в переплавку. Известны перечеканные монеты 757-758 годов. Вероятно, медная монета перестала поступать в значительном количестве, и весь перечекан прекратился до конца 758 года. Избыток иностранной монеты чувствовался не только на северных, но и на южных границах Российской империи. Но в Малороссии речь шла не о шведских, а о крымских деньгах. В Крымском ханстве казна регулярно прибегала к порче монеты для получения прибыли, и причем даже чаще, чем в европейских странах. В 750-е годы проба местных серебряных башлыков была снижена с примерно 500 до менее 150 при сохранении массы и номинала. Крымские купцы стремились всеми силами вывозить их за рубеж, в основном в Турцию и в Россию, и обменивать на любые товары или на местные деньги. Киевская губернская канцелярия отмечала, что турецкие и крымские купцы ведут торг из расчета 2 башлыка за копейку. За свои же товары они башлыки принимать отказываются вообще по любому курсу. Также не принимали их и у иностранцев, и в самом Крыму. Рассмотрев сложившуюся ситуацию, Сенат постановил не брать башлыки в оплату, а торг вести или менный товар на товар, или за российские медные монеты, коим вывоз из России за границу позволен. Также разрешался торг на иностранные серебряные и золотые монеты, кои вывозом в Россию не запрещены. Для этого в Запорожье спешно высылались российские медные деньги, а также в Киевской губернской и монетной канцеляриях было решено организовать запас мелкой медной ходячей монеты для удовольствия пограничного российского народа в размене. Всю использованную при подготовке ролика литературу вы можете увидеть в описании к этому видео. Если вас заинтересовал мой рассказ, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и ставьте лайк. Я буду рад любым комментариям, вопросам и замечаниям и обязательно на них отвечу. Спасибо вам за внимание, жду вас на канале снова.